Вот такие обалденно вкусные безе или меренги я сегодня приготовил. Смотрите, какая прелесть, как аппетитно это выглядит, но получились обалденно вкусные. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня я займусь небольшой выпечкой, а именно я хочу сделать безе или меренги. Я знаю, что мне совсем недавно я делал это видео, но мне там немножко неудачно получилось, и сегодня будет вторая попытка. И я хочу показать, как я делать буду. Потому что перед тем, как сегодня испекать эти безе или меренги, я немножко посидел на YouTube, посмотрел и, может быть, чему-то я научился. Итак, в первую очередь, все, что мне понадобится, я уже приготовил на столе. И чтобы времени терять, я покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, почему бы и нет. Итак, все, что мне понадобится здесь на столе, я здесь приготовил. Нам понадобится ванилин в самом конце. Здесь у меня 4 белка, чашка сахара, щепотка соли, примерно четверть ложки лимона понадобится, и немножко красителя я добавлю в самом конце, чтобы такой приятный желтый цвет наши меренги были. А теперь начнем. Итак, в первую очередь, самое главное, чтобы посудина, где вы будете взбивать, была очень чистая, вместе с венчиком. Так, сейчас одеваю венчик. В моем случае все это чисто. Если у вас не чисто, то я вам советую, чтобы никакого жира не было, пару капель, сюда добавить пару капелек. Да, я сейчас сделаю при вас. Я сюда добавлю пару капелек лимонной кислоты или уксуса. Так. И сейчас я так протру, чтобы все обезжиренное было. Иначе у нас белки будут плохо взбиваться. Ну, вот таким образом. Теперь я сюда добавлю яйца, белки. Так. Щепотка соли. Так, примерно. И для стабилизации я добавлю примерно четверть ложки чайной лимонной кислоты. Так. И поставим взбиваться теперь. И поставим взбиваться поставим взбиваться на средние обороты, и потом, как образуется белая пена, мы тогда начнем добавлять сахар. Итак, посмотрим. Как вы видите, белок у меня сбился. Теперь здесь у меня сахар приготовлен. И будем постепенно по одной ложке добавлять сюда к белкам, пока это все взбивается. Опять накрываем. Так, весь сахар уже теперь здесь у белков. Теперь мы добавим немножко ванилин. Также обратите внимание, что белок немножко потемнеет, потому что ванилин сам по себе темный. Итак, посмотрим, что у нас получилось. Очень хорошо. И теперь мы перенесем это на противень. Здесь я приготовил пекарный рукав, вот так, с насадкой. И сейчас перенесем немного сюда.
Так, я сделал белого цвета и желтого цвета. Так что я сейчас чуть-чуть белого сюда. А сюда то, что у нас здесь осталось чуть-чуть. Я добавлю краситель, пару капелек. Здесь у меня пару капель желтого. Сейчас я перемешаю это. Чуть-чуть желтоватый цвет получился. Так. И пускай это немножко подождет. И сейчас будем надавливать. Вот сюда перенесем наше безе. Духовка у меня уже нагрелась до 180 градусов. Извиняюсь, до 150 градусов духовка нагрелась. Но так как, когда мы отправим это все в духовку, мы тогда температуру снизим до 100 градусов. Теперь возьмем вторую плотварень, тоже сделаем. Итак, я сделал 2 плотварени. Здесь часть была желтый, добавил желтый краситель, но видать, что он не повлиял на краску, так что все будет у меня белое. Ну ничего. Теперь все отправляю в духовку. Духовка у меня нагрелась до 150 градусов. Сейчас отправляю эту духовку, и духовку ставлю на 100 градусов, и идет на примерно от часа до 90 минут. Так что с Богом. Вот так безешки у меня вышли. Выпекал. Так, вначале я духовку разогрел 150 градусов. И когда я безешки отправил в духовку, температуру сбавил до 100 градусов. И в духовке держал 90 минут. Смотрите, какая прелесть. Сейчас немножко там плотварень не остыть, они еще немножко подсохнут, и я перенесу в красивую салатницу. Все. Ну, вот такой финальный результат получился. Честно говоря, я результатом очень доволен. Получились обалденно вкусные. Единственное, что в следующий раз, если добавляю краску пищевую, надо чуть побольше добавить, потому что сегодняшняя там пару капель добавил, практически на краску меранг не повлияло. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить к чаю. А в моем случае я сделал безе или меранги. У меня уже видео есть, я совсем недавно делал, но я немножко напортачил в прошлый раз. Они получились вполне вкусные, но немножко подгорели, немножко желтоватые были. Но сегодня я температуру удерживал так, как положено. 150 градусов я начал нагревать в духовку, потом я отправил в духовку и держал в духовке 90 градусов, 100 градусов 90 минут. Получились обалденный результат. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам даст какую-то идею взять что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной сладкой ноте хотел прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.